Всем привет на моем канале! В сегодняшнем видео я буду готовить очень вкусный крем-пломбир. Начинаем приготовление крема и всем приятного просмотра! В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как я готовлю крем-пломбир для тортов и пирожных. Я сегодня этот крем буду готовить на сметане. Для крема мне надо 350 грамм сметаны 20%, одно куриное яйцо, 120 грамм сахара, 130 грамм сливочного масла, 1 пакетик ванильного сахара и 3 столовые ложки муки. Я обычно для этого крема использую домашнюю густую хорошую сметану. Сегодня же у меня магазинная покупная сметана, она тоже пойдет. Из такой сметаны тоже будет вкусный крем. Масло берем обязательно хорошего качества. И муку я взяла 3 столовые ложки с хорошей горкой. Сейчас мне надо в миске смешать все продукты, кроме сливочного масла. Я сюда отправляю куриное яйцо, сахар, муку и сметану. И венчиком все перемешиваю до однородности. Вот так все хорошо перемешала, и сейчас всю эту смесь я отправляю на водяную баню. Я на своей плите включаю средний огонь и на водяной бане буду уваривать эту массу до загустения, примерно 15 минут, плюс-минус. Все время надо венчиком или лопаткой помешивать обязательно, чтобы эта масса не пристала к дну посуды. Когда все хорошо загустеет, я сниму с водяной бани и покажу вам, какая по густоте должна быть эта сметанная масса. Все, заварной крем уже готов. Он, посмотрите, какой густой у меня получился. Когда мы проводим ложкой, на креме остается четкий след. Вот такой он должен быть. Теперь мне этот крем надо полностью остудить, и потом можно готовить крем-пломбир дальше. Хочу дать несколько очень важных советов по приготовлению именно вот такого заварного крема. Первый совет — это дно нашей мисочки не должно касаться горячей воды. Это очень важно. Второе — это когда вы ставите миску или кастрюлю с заварным кремом на водяную баню, все время надо активно помешивать венчиком или лопаткой, но мне удобнее венчиком. Все время надо активно помешивать именно вот этот заварной крем, потому что если вы буквально даже на 5-10 секунд куда-то отойдете и не будете мешать крем, он просто-напросто пристанет к дну посуды, возьмется комком. Это, конечно же, можно решить с помощью сита, просто перетереть потом крем на сито, но чтобы себя не утруждать, не делать лишнюю работу, я советую активно помешивать все время вот такой крем. Я его уваривала где-то 12-13 минут примерно. В моей плите 9 режимов. Я включила после того, как вода в кастрюле закипела, я включила на 4, на средний режим и уваривала крем все 12 минут на среднем режиме. Слишком сильный огонь на плите ставить не надо, потому что вода будет очень сильно кипеть, и крем может тоже взяться такими комками. Нам это не нужно. На небольшом режиме, все время помешивая, и чтобы дно миски не касалось воды. Это основные правила. Когда наш заварной крем хорошо остыл, можно взбивать уже сливочное масло. Масло должно быть обязательно хорошего качества и комнатной температуры. Я масло отправляю сейчас в миску. Когда я взбиваю ручным миксером крема, тем более масляные, я очень люблю взбивать вот в такой пластиковой высокой миске. Сейчас я сливочное масло буду взбивать примерно 4 минутки, 4-5 минут до побеления и до увеличения в объеме. Все, сливочное масло я взбила вот в такую белую пышную массу. Сейчас по столовой ложке я буду добавлять заварной крем в сливочное масло. Добавлю 1 столовую ложку, миксером хорошо все взобью. Потом буду добавлять следующую столовую ложку крема. Все сразу добавлять не надо, постепенно, не спеша.
Ложку добавили, хорошо взбили и так дальше. Я добавила уже весь заварной крем. Все хорошо перебила. Посмотрите, какой густой получается крем. Он уже хорошо держит форму. Но я сейчас его отправлю на час, даже на полчаса в холодильник, чтобы он немножко застыл. Я крем-пломбир достала из холодильника. Посмотрите, какой он получается плотный и густой, как он хорошо держит форму. Он даже не спадает с ложки. Я сейчас этот крем наберу в мешочек с насадкой и покажу, какие получаются красивые шапочки на капкейках из этого крема. Я взяла вот такую большую черную тарелку. Сейчас я покажу, какие получаются красивые шапочки на капкейках. Ну, я, понятно, не на капкейке делаю, на тарелке. Посмотрите, какой четкий узор. И как красиво и хорошо держит форму. Я все эти узоры делала большой насадкой 1М. Я такой насадочкой делаю безе и зефир. Вы меня тоже в комментариях часто спрашиваете, какой я насадкой пользуюсь для безе, для зефира. Вот именно вот такой насадкой. Покажу вам поближе все узоры, все, что я сделала. Посмотрите, как все хорошо держит форму. Этот крем очень хорош для прослойки торта. Его хватает, именно одной порции такого крема хватает на прослойку торта 20-22 сантиметра в диаметре. Этот крем хорошо подойдет почти для всех тортиков, и для медовика, для бисквитных тортов, для шоколадных бисквитов, для молочной девочки, ну и для других тортиков. Также для пирожных. Таким кремом можно делать шапочки на капкейках и начинять любые другие пирожные. Также таким кремом-пломбир можно украшать торты, выравнивать тортики, делать разные рюши, узорчики. Но напомню еще раз, что такой крем после приготовления нужно немножечко охладить в холодильнике. Буквально полчаса-час хватает. Этот крем не зря называется пломбир, потому что он на вкус очень напоминает мороженое пломбир. Советую вам приготовить такой крем для своих тортиков. Думаю, вам тоже понравится. Ну а на сегодня все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока-пока.